Бах и Гендель. Они почти антиподы. Жизнь Баха протекала в узком кругу. Он обитал в служебном помещении кантора церкви святого Фомы в Лейпциге. Гендель, 20 лет от роду, без оглядки покинул Германию и отправился в Италию, а затем в Англию. Он жил во дворцах кардиналов, князей, лордов и герцогов, затем в собственном доме с привратником, собственным поваром, курьером, целой командой переписчиков нот. Бах собственной рукой переписывал сочинения своих современников, в том числе и сочинения Генделя. Однажды он прошел пешком из Кётена в Галле, чтобы увидеть своего знаменитого соотечественника и побеседовать с ним. Гендель ускакал в карете. Место захоронения Баха не было отмечено хотя бы надгробным камнем, а вдова умерла как нищенка, вынужденная жить подаяниями. Гендель похоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Гендель космополит, Бах мыслим только в Германии. Его сочинения, сохранившиеся в тонких самодельных тетрадках и копиях, сделанных его учениками, оставались неопубликованными и неизвестными почти на протяжении столетия. Все изданное Генделем сочинялось им для определенного случая, а не для какого-то воображаемого будущего. И все же в их судьбах существует удивительная связь. Отмеченные почти одновременным рождением их, она еще раз проявила себя в слепоте, в постигшей каждого из них одного вслед за другим. Один и тот же врач-окулист Джон Тейлор испытал на обоих свое искусство, и оба раза напрасно. Звездный час. Я не пророк, но все же осмелюсь пророчествовать. Сегодня грядет звездный час. Подумать только, два крупнейших музыканта нашего времени сегодня встретятся впервые в жизни. Здесь, в Лейпциге, в гостинице «Тюринское подворье». И так они встретятся впервые в жизни. И кто? Проживающий здесь, в Лейпциге, господин Иоганн Себастьян Бах, только что принятый в рамках небольшого торжества в общество музыкальных наук. И примчавшийся сюда из Лондона на шестерке престижных господин Георг Фридрих Гендель, Орфей наших времен, самый высокооплачиваемый музыкант в мире. Итак, я прорицаю звездный час. А что торжество? Разве уже закончилось, господин Гендель? Не совсем. Разве ты не слышишь? Старик еще побренчит на клавесинах. А
если в зале заметишь, что вас нет? Едва ли, Шмидт, едва ли. Я ж сидел в последнем ряду. В последнем ряду вы? В самом углу, слева. Но вы же почетный член этого общества. Как выяснилось, не я, Шмидт. Не я. Только мое имя. Какой скандал. Представляешь? Прихожу с опозданием. Ну, как всегда. Аплодисменты, как обычно. Ничего подобного. Торчу в дверях. Все взоры устремлены туда, где стоит этот господин Пах. Бах, господин Гендель. Бах, да, пусть Бах. Весь в слезах от умиления. Парик съехал на бок, а какой-то идиот несет несусветную чушь о музыке, как о науке. От дури башка. Музыка. Какая-то наука. Музыка. Если вдуматься, это коммерция. Вы только послушайте. Кардиналы встают, когда я вхожу в зал. Ты же знаешь, даже английские королы приветствуют меня стоя. А тут на меня обратил внимание только портье. Портье. Послушайте. Вот и он сделал мне «тссс» и указал на место в последнем ряду. Там я и сидел, почетный член этого уморительного общества. Меня не узнали, Шмидт, не узнали. У меня на родине, в этом провинциальном городишке, никто не обратил на меня внимания. Прелесть. Что именно? Вот эта музыка. Ну, мило. Она просто обворожительна, его музыка. Он гений. В Лондоне ко мне бы давно поспешил принц Уэльский. В Риме мне вцепились бы в полы, по крайней мере, 3 кардинала. А тут все как один тупо уставились в одну точку, куда уселся за клавесин этот старик. Неуклюжий такой, одно слово провинция. Нет, я посидел, я послушал до приличия, а потом взял и покинул зал. Как он играет. Надо сразу уехать. Просто взять и тут же уехать. И это родина, родина. Пустая трата времени. Я уезжаю. Господин Гендель, вы пригласили его отобедать. Да, ты прав, Шмидт. Прав. А то еще эти провинциалы скажут, что я оставил коллегу голодным. Знаешь, у него такой вид, словно он готов съесть черта с рогами. Такой нелепый, худой, а ты бы на его камзол поглядел. Они, кажется, закончили. Вам надо его поприветствовать. Старик целую неделю предвкушает встречу со мной, рассчитывает на подобающее угощение. А может быть, я его поприветствую? Шмидт, ты знаешь, я не высокомерен. Я не высокомерен. Для меня все равны, что король, что скромный музыкант, к примеру, этот. Пах. Ваш коллега, маэстро. Дорогой мой, входите, входите. Вы так любезно. Будьте моим гостем. Входите. Так любезно. Добро пожаловать. Проходите, проходите. Так любезно. Слушайте, будьте и вы столь любезны. Войдите и захлопните дверь. Ужасно дует, у меня спина болит. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Прошу вас. Прежде всего, примите мои поздравления, коллега. Поздравления с высокой честью. Как-никак член общества музыкальных наук. Музыкальных наук. Кстати, кто-нибудь знает, что это такое общество музыкальных наук? Как? Даже вам не ясно? А откуда мне знать? Вы же почетный член этого общества.
О, дорогой мой, я еще почетный доктор Оксфордского университета и понятия не имею, чем они там в Оксфорде, собственно говоря, занимаются. Присаживайтесь, присаживайтесь. Да. Что? Нет, ничего, ничего. Ну вот, теперь мы с вами приступим к трапезе. Трапезе? Ну, конечно, я пригласил вас на трапезу, любезный коллега. Вы так любезны. Ну, нет, всего лишь маленький фрüштик. Кусочек того, кусочек всего, закусочки, паштет, зажаренный каплун, омаров самую малость, котлеты из баранины, но главного блюда, я вам пока не выдам, это будет мой сюрприз. А я думал, мы сначала немного помузицируем. Мы но не на голодный же желудок. Я бы с удовольствием сыграл вам кое-что. Успеется, мой дорогой, успеется. Вначале придадимся усладам. Шмидт, рюмку водки, рюмку водки. Прошу. Может быть, лучше потом? Знаете, наслаждение никогда не следует откладывать на потом, иначе они достанутся другому. Прошу, прошу. Ну, познакомьтесь с моим Шмидтом. Очень приятно. Это мой лучший друг, единственный, незаменимый, печется о моих делах, удерживает прислугу от воровства, переписывает мои ноты, хотя я подозреваю и сам в тайне сочиняет. Господин Гендель. Но в моей музыке я частенько потом обнаруживаю места, совершенно не похожие на мой стиль. В вашей музыке уйма такого, что не похоже на ваш стиль. Шутник, Шмидт. Мой Шмидт, мой наперсник. Чего я только не претерпел с ним за все эти годы, а он со мной. Да, целых 30 лет. 30 лет. Ну, примите мои поздравления, маэстро, член общества музыкальных наук. Будьте здоровы, член общества музыкальных наук. Будьте здоровы. Что такое? Не в то горло. Шмидт, постучи. Вздохните поглубже так вот. Ну, вздохните. Вот, Вздохните. Вот так. Вздохните. Ну, слава богу. Я всегда мечтал побеседовать с вами. Неужто? Первый раз это было в году 1716. Угу. А затем это было в году 1730. А последний раз это было где-то... Что вы так мучитесь? Ну вот вы беседуете со мной. Я вами восхищен. Не первый случай. Король музыки. Да, меня так называют, король музыки. Но вы знаете ли, нищ владыка на чужбине, если у него на родине нет достойного наместника. Маэстро. Благодарю. Благодарю вас. Спасибо. Да. Что? Нет, ничего. Но теперь мы с вами приступим к наиважнейшему. К закускам. Могу ли я самым сердечнейшим образом поздравить вас с оказанной вам великой честью? Благодарю вас. Вот тот, кто достоин этой чести. Благодарю. Вот, наконец, тот, кто действительно достоин этой великой чести. Устрицы. Что? Я велел подать устрицы. А разве их здесь нет? А я что, ослеп? Я ослеп? Маэстро! Не вижу, и я стал совсем слепым. Маэстро! Не вижу, нет, ты скажи мне. Господа! Господа! Пардон. Устрицы, коллега, это эликсир моей жизни, это залог моего долголетия. Устрицы! Само собой разумеется. Коль скоро маэстро желает устрицы,
Он получит устрицы. Маэстро всегда получает все, что не пожелает. Почему этому прощелыге обязательно нужно хлопнуть дверью? У кого он только набрался таких манер. Да, стареет мой Шмидт. Стареет. Впрочем, как все мы, тащимся по жизни, чтобы в конце концов оказаться стариками. Старыми стариками. Только и всего. Что с вами? А что со мной может быть? У вас глаза. Вот, глаза. А вот что с моими глазами? Нет, ничего. Ничего. Да, ничего. Я просто немного устал. Ох уж это родина. Она меня просто изматывает. Гораздо больше, чем мой театр в Лондоне. Да, все. Ну, расскажите о родине. О нашей с вами родине я хочу знать все о родине. Что тут говорят о моем Орландо? О чем? Я полагаю, здесь слышали о моей опере, о моем Орландо? Боюсь, что очень мало. Да? Ну, хорошо, но о Геракле, о Самсоне, о Валтасаре? Тоже не слишком много. Действительно забавно. Ну, хорошо, но о Мессии? Я полагаю, что здесь, конечно, слышали о моем Мессии. Ну так что тут говорят о моем Мессии? Вообще, мне кажется, ничего. Вообще ничего. Что до меня, то я очень ценю вашу Альмиру. Альмиру? Ну, с тех пор прошло уже 40 лет, господин Бах. Бах? Как? Меня зовут Бах, господин Гандель. Гендель, господин Бах. Георг Фридрих Гендель. Ну, в вашем приглашении написано Гандель. Позвольте. Действительно, Гандель. Ох уж эти англичане пишут Гандель, а произносят Гендель. Впрочем, я иногда сам себя так именую в деловых бумагах, мистер Гандель. Но остаюсь Генделем, Георгом Фридрихом Генделем. Саксонцем остаюсь, саксонцем из Галли, но снимите и вы свой камзол, любезный коллега. Может быть, не надо? А что, он ваш лучший, да? Мой единственный. Ну, у вас пуст бокал, дрожайший Бах. Бах, господин Гендель. Иоганн Себастьян Бах. Ну, как бы то ни было, бокал пуст. Попробуйте Мозельского, в самом деле хорошее. Хотя когда-то мой род действительно именовался Бах. Давно, еще в Богеме. Я ведь, так сказать, богемец. Саксонец. Ну, тем часом мы все саксонцы. Этот саксонец. Так меня всегда именовали итальянцы, или Сассоне, или Карро Сассоне. Они всегда это кричали: «Вива иль Карро Сассоне! Да здравствует наш любимый саксонец!» Нашего любимого саксонца на сцену. Вот как раз тогда в Италии на премьере моей Агриппины. Ах,
Что это был за вечер, коллега? Не было такой арии, которая не вызывала бы шквала аплодисментов. И снова этот крик. «Вива иль Карло Сассон! Вива иль Карло Сассон!» Какие были аплодисменты. Такие аплодисменты уносят с собой вечность. Италия. Италия. Вы любите Италию? А? Я там никогда не был. Никогда не были в Италии? Почему? Слишком далеко, слишком дорого. Но Италия не может быть слишком далеко для того, кто сочиняет оперы. А я не пишу опер. Что? Я не написал ни одной оперы. Поэтому я ни одной не знаю. Но, знаете, я тоже бросил писать оперы. Они больше не приносят никакого дохода. Я предпочитаю создавать оратории. Они много дешевле в постановке. Не требуется ни декораций, ни костюмов. А публика-то их обожает. Ваши тоже? Я не пишу оратории. Что? Не пишу оратории. Не пишете ораторию? Не. А на что же вы существуете? Я кантор святого Фомы. Кантор святого Фомы? Нет, кантор школы при церкви святого Фомы. Подождите, вот вы кантор, вот просто кантор? Официально меня именуют мюзик-директор. Прекрасно, прекрасно. Мюзик-директор города Лейпцига. Мюзик-директор вот этого города Лейпцига? К тому же его курфюрстское высочество пожаловали мне звание придворного композитора. Прекрасно, прекрасно. Ну, платит он за это дело сносно, его курфюрстское высочество. Ничего не платит. Ничего не платят? Простите, а ради чего же вы сочиняете? Ради славы. Ну, ради нее я тоже сочиняю, но за хороший гонорар. Ну, вы ничего не едите, коллега. Давайте я вам положу артишоки. Господи, они же стоят целое состояние. А что это вас так пугает? Это же мое состояние. У меня денег много, как-никак сочиняю оратории. Прошу, прошу. Кантор. Скромный кантор. Больше из тебя ничего не выйдет. Ничего. Что? Да. Так всегда говорил мне мой отец. Он был хирург, богатый человек. Herr Händel. Роскошный дом, огромное состояние. Он хотел вышибить музыку у меня из головы. Мальчишка каждый раз получал подзатыльник, когда садился за клавесин. А мне доставалось, когда я не садился. Это называется счастливое детство. Так уж заведено в семьях музыкантов. В нашем роду 7 поколений музыкантов. Это длится уже 200 лет. 200 лет. В моем нет. Гендель не музыкальный. Но вы-то ведь... Я первый, последний, единственный в своем роде. Музыка. Вечно одна только музыка. И мальчик просто музыкант. Просто музыкант. Только и всего. Просто.
А вот у меня за спиной всегда стоял отец с палкой, чтобы вышибить из меня эти музыкальные бредни, пока я не сбежал из дому, да? Я был вынужден сбежать. Сначала я жил в Гамбурге, потом в Италии, теперь живу в Англии. Но я был вынужден оставить родину. Очень правильно поступили. Правильно? Почему? Здесь, в Германии, не так легко найти место. Ну, конечно, если ты не Бах. Бах, господин Генри. Иоганн Себастьян Бах. Ну, пусть Бах. Хотя, как я уже сказал, мой род действительно когда-то именовался Пах. Слушайте, меня не очень интересует и ваш достославный род. Ну, на самом деле, ну какая разница, как вас зовут? Пахом или Бахом, Ганделем или Генделем. Важно то, что человек сам из себя представляет, на что он способен, не так ли? Так. Соус. Что? Артишоки следует полить соусом, иначе они невкусные. Скажите, а что это значит быть кантором у себя на родине, в Германии? А вам это в самом деле интересно? Да, конечно, конечно. Я руковожу хором. В мои обязанности входит сочинять кантаты, а к Пасхе еще непременные пассионы. Ну да, страсти по Матфею. А вы их знаете? Как и вы Мессию. А вот теперь давайте выпьем. Выпьем за наше любезное Отечество. За вас? Нет, за ваше членство в обществе музыкальных наук. Прекрасный праздник они вам устроили. Речь-то обычная, но хорошая музыка. Вам она понравилась? Ну, как же, вполне мила. Всего лишь небольшой канон, но принцип мне представляется забавным. Принципы, коллега, они всегда забавны. А я вам поясню. В каком смысле? Нет, я вам лучше сыграю. Нет, ради бога, не надо. Вы не утомляйте себя, не надо. Да это не так долго. Я просто хочу узнать ваше мнение. Любое, какое вы пожелаете. Тут, кажется, где-то должен был быть клавесин. А вы, как и я, довольно близорукий, господин Бах. С годами все хуже и хуже. Хуже и хуже. В один прекрасный день я слепну. Слепнете? Многие в моем роду ослепли. Как она проявляется у вас, эта так называемая близорукость? Черные пятна перед глазами. Головокружение. Да, головокружение. Довольно противная штука. Ох, в высшей степени противная. Вам это тоже знакомо? Да. С тех пор, как у меня случился удар. У вас был удар? Да. Но, слава богу, прошло. Врачи помогли. Но какое-то жалкое ощущение, когда лежишь дома один, в твоем театре творится
полный хаос. Лучший друг, на которого ты оставил кассу, прогорает со страшной силой, и твои любезнейшие недруги уже точат на тебя свои ножи. А ты лежишь дома один-одинешенек, больной. Вам, наверное, знакомо это ощущение. Представьте себе, нет. Но когда лежишь дома один... Да нет, вряд ли. А что, вы всегда чувствуете себя прекрасно? Всегда. Вы не руководите театром. Да. Вокруг тебя полный мрак. Из мрака выползают призраки. Что еще за призраки? Какие-нибудь едкие, с париком на бекрень, в потертом камзоле. Преграждаешь им путь, вызываешь на поединок, укладываешь на лопатки, приканчиваешь одного за другим, одного за другим. Так вы за этим приехали в Лейпциг? Что? За привидениями. Нет, за привидениями не гоняются, господин Бах. Они появляются сами из мрака. Давайте вашу тарелку, я положу вам что-нибудь поесть. Вы так любезны. Исключительно из чувства самозащиты. Живот подвоить стоит только на вас посмотреть. Так зачем же вы все-таки приехали в Лейпциг? Ох, какая рыбка, прекрасная рыбка. И грибочки, и ради вас. Ради меня? Что? Вы сказали, что будто бы ради меня... Ну, конечно, конечно. Нельзя же коллегу, старого коллегу оставить в одиночестве в его звездный час. Ну, не так уж я и стар. Ну, а кроме того, я много езжу по делам. Я всегда много езжу по делам. Мой театр не дает мне покоя. Труппа очень одряхлела. Нам нужна молодая поросль. Публика обожает свежатинку. Я так понимаю, здесь в Лейпциге натурально нечем поживиться. Я имею в виду, нет ли в здешней опере молодежи, которую можно было бы переманить к нам в Лондон? В Лейпциге нет оперного театра. Нет оперного театра. Его пришлось закрыть. О, ну вы не огорчайтесь, не огорчайтесь. В Лондоне ежедневно закрывается оперный театр, но ежедневно открывается новый в Лондоне. Вот это город, это, я вам доложу, настоящий город. Красивый должно быть. Огромный и жестокий. Хищный зверь ежедневно требует от тебя жертвоприношений. Он ненасытен и привередлив, как беременная баба. Устрицы поданы. Устрицы, устрицы. Вы знаете, господин Бах, кто меня ценит в Лондоне по-настоящему? Это лондонские торговцы устрицами. 2 дюжины на завтрак берем, 2 дюжины на ужин и еще на обед. Устрицы. Устрицы – это эликсир моей жизни. Устрицы. Ах, какая прелесть. Почему вы не едите устрицы? Боюсь, что я не столь ловок. Вы что, не умеете есть устрицы? Не так, как положено. О, ну это должно быть в крови, мой драгоценнейший. Господин Бах, это делается очень просто. Возьмите раковину. Возьмите. Вот это? Да. Раскройте ее. Так. Теперь возьмите вилочку. Подцепите. Так, теперь вот это несите ко рту. Это надо проглотить, вот и все. Спасибо, Шмидт, ты прекрасный педагог. Спасибо. У господина Генделя тоже не сразу получалось. Так, я сказал, все прекрасно. Мне пришлось его обучать, как надо правильно есть. Исчезни, а? Ну, конечно, это не у каждого в крови. Я сказал, исчезни. Господин Гендель. Исчезни! Господин Гендель. Убирайся! Вы что, никогда еще не пробовали устриц? Один раз в Гамбурге. В Гамбурге вполне приличные устрицы. Во рту целый океан. Но лондонские устрицы лучше, они несравненны, как и весь город. Я бы с удовольствием отправился туда на гастроли.
Вы? Устрицы объедения. Каких наслаждений лишена наша Родина? Подождите. Вы сказали, что вы хотите отправиться на гастроли в Лондон? На пару концертов, может быть. Лимон. Прошу прощения? Вот возьмите лимон и выдавите в ваш океан. На пару концертов. Мне даже не нужен большой гонорар. Только бы сыграть в Лондоне. Хотя в деньгах я очень нуждаюсь. Выкиньте-ка эту идею из головы, коллега, и как можно скорее. Почему? Простите меня, но у каждого города свой масштаб. Но вы же пользуетесь там успехом. Ну, потому что я под стать этому городу. Его жестокости, его остроумию. Знаете, как меня окрестили в Лондоне? Как? The Charming Brute. Очаровательное чудовище. Чудовище? Именно им надо быть в Лондоне, дорогой Кантор, школа Святого Фомы. Иначе этот хищный зверь съест тебя с потрохами. Вот недавно меня изобразил один художник на фоне огромного органа, а рисунок поместили в газетах. Я, знаете, такой маленький, а орган огромный, намек на то, что у меня, мол, чересчур громкая музыка. Блеф, конечно. У моих ног батарея пустых бутылок. Намек. А сам я со свиным рылом. Со свиным рылом? Форменным образом со свиным. Какая мерзость! Напротив, великолепно. У вас превосходное чувство юмора, господин Гендель. А без него в Лондоне, куда вы собираетесь отправиться на гастроли, пропадешь. Да погодите, у меня этот рисунок где-то с собой. Я его вожу с собой, я вам покажу. Вы себе живот со смеху надорвете. Не думаю. А вот взгляните. Вот художник Джон Гаупи, добрый малый. Так вот весь Лондон, глядя на это, в газетах сотрясался от смеха. Но никто не смеялся так громко, как я. Это единственный рецепт. Хохотать самому громче всех, чтобы заглушить все остальное. Хохотать, как эти ужасные певцы, которые поют в моих операх и хохочут. Ха-ха-ха-ха. Что вы хихикаете? Что? В самом деле смешно. Да? Слушайте, и очень даже похоже. Что, свиное рыло? Потрясающе, просто потрясающе. Да, в этом что-то есть, конечно. Да. Хватит. Вы получили удовольствие. Мазила, мой злейший враг, по политическим мотивам. Устрицы объедения. С вашего разрешения еще парочку. Таков этот город, Лондон, куда вы собираетесь. Это джунгли, джунгли, борьба. Одна только борьба, разнообразнейшими средствами. Никакое оскорбление там не считается чрезмерным. Никакой навет слишком подлым. Чего только не сочинили про меня эти наушники, что я обжора, пьяница, что я не способен завести жену, детей. Ну скажите, ну когда мне, художнику, заниматься семьей? Я женат. Что, и дети есть? 20. 20? Многие уж умерли. Ох, вот цена славы. Что? Эти нападки, эти атаки. Против этого есть только одно средство, господин Бах. Громоздить успех за успехом. Будто крепость созидая, будто замок. Я живу в замке моей славы, господин Бах.
хорошо. Вообще ничего хорошего. Одиночество. Бесконечное, словно вселенная. Так что оставайтесь верным родине, дорогой кантор школы Святого Фомы. Здесь не нужно быть чудовищем. Здесь можно жить и быть счастливым с женой, 2 десятками ребятишек. Не нужно вечно бороться, вечно быть начеку, как мне всю жизнь приходится, с юности. Тогда в Гамбурге с этим Маттезоном. С Маттезоном? Да, это друг моей юности. Знаменитый критик. Разве? Самый знаменитый из немецких критиков. Такому не попадайся на язык. Правда, обо мне он пишет очень мило. Маттезон? Он считает меня, я думаю, очень хорошим композитором. Бас, да? Он называет меня гением. Дескать, я мог бы быть гордостью нации. Гордостью нации? Это Маттезон так сказал. А что он пишет обо мне? В последнее время не слишком много. Что? О Мессии? Что он говорит о моем Мессии? Вообще, мне кажется, ничего. Вообще ничего. Господи, у него столько важных дел. Это нуль! Он нуль! Он давно хочет меня спихнуть. Он всегда этого хотел, этот жалкий болтун. Оставь в покое духовную музыку. Для этого нужно иметь веру. Для этого нужно иметь другого бога, кроме собственного я. Не понял. Но это Маттезон так сказал о моей первой оратории. Это у меня-то нет веры. У меня, который создал Мессию. Пиши оперы, на это тебя хватит. Это ничтожество вами восхищается. Он меня ценит. Болтун, болтун и больше ничего. Устрицы, я, пожалуй, еще парочку. Послушайте, вы же хотели мне поиграть. Я вам? Ну, сыграйте мне что-нибудь. Прямо сейчас? Я тоже хочу, наконец, оценить ваш гений. Ну, хорошо. Клавирную партиту номер 4. Нет, лучше гольберговские вариации. Я их сочинил для графа Кайзерлинга, потому что его замучила бессонница. И что, когда он прослушал это, принял его Морфей в свои объятия? Думаю, да. Моя музыка, слава тебе, Господи, ни на кого не нагоняла спячки. Ну, играйте вашу снотворную музыку за здоровье графа Кайзерлинга. Итак, гольберговские вариации. Мускатель.